Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же вам нужно принять к сведению о вашем будущем? Да, сегодня будут такие довольно интересные моменты, поэтому я советую вам посмотреть. Это будут и предостережения какие-то, да, вот предупреждения, как лучше поступить, какие жизненные ситуации у вас будут. Поэтому смотрим до конца, ставьте лайк для энергообмена. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Вы человек, который очень много пережил в своей жизни. Вот знаете, в вашей жизни было столько боли, вот которой реально и врагу не пожелаешь. У кого-то это проигрывается, связано с женщинами, да? Здесь может быть и перенесение какой-то серьезной болезни. Это может быть серьезная болезнь, там, я не знаю, близких, родных, детей, да? У кого-то, возможно, даже сейчас есть, вот, может быть, в семье, это может быть даже лежачий больной, да? Но вы вот как-то стойко пытаетесь это все разрулить, все решить, но вам морально настолько тяжело. Вот вы находитесь в такой ситуации, когда вот реально опущены руки. Давайте уточним еще, из-за чего это. Ну, здесь, конечно, без женщины тоже не обошлось. В вашей жизни была женщина, которая также принесла очень большую боль вам. Женщина, ну, здесь даже не хочется ее особо описывать, потому что, ну, это эгоистичная такая королевишна, да, вот, которая любит исключительно себя, которая заставляет весь мир вертеться вокруг нее любимой, да, вот, все должны делать то, что она хочет, все ее хотелки должны исполняться, все вокруг, знаете, вот, как будто она королева, а все остальные рабы у нее. Такое какое-то снисходительное отношение к другим. Женщина, которая принесла вам такую боль, что как раз вот из-за этой боли, возможно, вы и также начали болеть. У вас, возможно, начались проблемы со здоровьем. Это может быть и нервное заболевание, это плохой сон, это могут быть даже расстройства психики у кого-то, да, потому что, ну, довольно тяжело вы переживали этот разрыв. Причем вот вы были готовы, знаете, на какую-то даже, может быть, месть. Вот, может быть, маленькая, но месть. Вот настолько вам было больно, но это был какой-то вот порыв, да, вот, может быть, даже на уровне мыслей. Потом вы как-то взяли себя в руки и решили, да нет, я не буду опускаться до ее уровня, да, я ничего не буду делать. Хотя вот такой момент может проигрываться. Вы человек движения, вы не медлительный абсолютно, вы скорее активный. У кого-то может проигрываться, что вы очень любите ездить на машине, ездить за рулем, да, либо же у вас своя машина есть, либо вы сами вот работаете за рулем постоянно, либо же командировки, то есть передвижения постоянные. Но вам очень скучно сидеть на месте и заниматься какой-то рутинной работой. Это абсолютно не для вас. От личной жизни вот вы как будто себя, знаете, осознанно оградили. Вот личную жизнь вы абсолютно сейчас поставили на паузу, потому что и не хочется, и состояние не то, и нет доверия к женщинам. Давайте-ка посмотрим, что еще у нас. Хотя вот если копнуть, смотрите, опять же помним, что это общий расклад, под себя переворачиваем. Если копнуть глубже, да, с одной стороны, некоторые из вас, может быть, поставили крест, да, на личной жизни, не хочу, не буду, ничего, но если вот в глубине души посмотреть, то все-таки есть свет в конце тоннеля. Что я имею в виду? Глубоко в душе вам все равно хочется какого-то, знаете, светлого будущего. Вам хочется и новых отношений. Вам, конечно же, хочется и семьи. Вам хочется любить и быть любимым. Другое дело, что вы не верите никому и ничему. Вам хочется, знаете, вот иметь какой-то вот именно вот свой уютный дом, но именно с женщиной. Вы мечтаете, вы это хотите, да, но вы настолько глубоко это куда-то туда в душу себе, в сердце засунули это желание,
что вы даже сами боитесь подумать и сами боитесь поверить, что это будет. Понимаете, о чем я говорю? Вы настолько вот как-то сами мысленно заблокировали вот это желание, хотя оно у вас есть, пусть глубоко-глубоко, да, сейчас с помощью Таро мы ваши такие потайные секреты будем доставать. Настолько вот вам было больно, что глубоко вы зарыли вот эти все свои желания, да, желание быть счастливым, желание быть любимым, желание, чтобы кто-то о вас заботился, да, желание приходить домой, когда тебя встречают с горячим ужином. Конечно же, вам это все хочется, но вы туда пониже, туда в душу, в самую душу, в конец души, да, вот засунули это все и заколотили вот, ну, чуть ли не досками с гвоздями, да. Вам настолько плохо было, плюс еще момент такой есть, знаете, что у тех из вас, у кого есть, ну, скажем так, не очень большой достаток, да, может быть, небольшая зарплата, очень скромно живете, у вас еще такой есть, ну, комплекс, я бы это назвала, потому что вы даже не вступите в отношения, потому что считаете, что вы не потянете другую женщину. Помимо вот этой боли, которая есть в вас, вы еще считаете, что вы не потянете. Но, в принципе, это большая ошибка, да, все равно все женщины разные. Вот вы можете мне писать что угодно, да, что все корыстные, такие-сякие. Миллионы женщин, и каждая эта женщина разная по-своему. Да, в чем-то они могут быть похожи, но в чем-то они разные. И поверьте, есть женщины, которые согласятся и на средний достаток, да. А женщина, если она влюбляется, то она пойдет и на небольшой достаток. Да, пусть это, может быть, не так часто в нашей жизни бывает, к сожалению, но это бывает. Поэтому те из вас, кто имеют именно вот не очень большую зарплату, поэтому я вас призываю, что, ну, все-таки встрепенитесь, да, и поймите, что женщины разные, нельзя на себе ставить крест, абсолютно. Так, о чем же вас хотят предупредить высшие силы? Смотрите. У тех из вас, у кого есть какие-то финансовые проблемы, да, Вселенная вам не даст пропасть, вот не даст. У вас всегда будет шанс где-то то ли подзаработать, да, то ли у вас есть еще люди, которые, ну, всегда уже прям в крайнем случае, они вам могут одолжить деньги, но вы в беде не останетесь однозначно. Ну вот не останетесь вы. Помимо всего, те из вас, кто, допустим, сейчас вот находится в таком состоянии, да, вот в убитом, разбитом, потому что может проигрываться у вас два в одном. И потеря женщины любимой, и потеря, допустим, работы, там, уменьшение зарплаты, да, ну, то есть вот такой двойной удар. Можете не переживать, в скором времени у вас идет довольно такой позитивный период, когда вы сможете и найти работу, причем вам поможет в этом какой-то мужчина. Мужчина скорее, ну, это будет либо же ваш близкий знакомый какой-то, да, может быть даже родственник. Ну, то есть это человек очень уверенный в себе, это человек такой, ну, среднего возраста, человек, который, ну, при деньгах, в принципе, может быть даже он к себе позовет, у него какая-то вакансия есть. Поэтому абсолютно не отчаивайтесь. Теперь еще такой момент. Смотрите, у вас начнется, знаете, своего рода какая-то то ли ностальгия. Вот ностальгия о прошлом, ностальгия у кого-то по детям будет. Вот у кого есть дети. Особенно те, кто давно не виделся, да, вот кто очень скучает по детям. Вот как-то, знаете, как будто заклинит вас на определенный период, ну, чуть ли не до слез, да, вот такая мужская слеза пробьет, когда хочется к детям, хочется потискать, да, особенно это касается у кого еще небольшие дети. Хочется, знаете, как вот в детстве, когда читаешь сказку на ночь, да, ребенку, вот прижаться, обняться, вот какие-то вот эти ностальгические моменты, они настолько как-то вас сразят. Плюс еще, знаете, вот может быть еще не только по детям ностальгия, а вот у кого ушли родители, у кого нет родителей, тоже будет такая, знаете, какая-то грусть накатит. Опять же, это говорит о том, что в глубине души вы чувствуете себя безумно одиноким человеком.
Дети, допустим, далеко, да, родителей нет, любимой женщины рядом нет. Поэтому вот накатит такой немного у вас печальный период. Так, что еще? Ну, смотрите, вы будете в паре, ребятушки. Сейчас посмотрим. Вот у нас выпала женщина, что вы в паре. Так, давайте смотреть, что будет в личной жизни у вас. Смотрите, некоторые из вас все-таки продолжают мечтать о бывшей. Вот что бы она вам ни делала, что бы она ни творила, да, вот какие бы гадости ни делала, вы продолжаете ее любить. Есть ли смысл в этом? Вот вы хотите вернуть семью, да, вот вам хочется как подарок небес. Она не вернется, потому что она считает, что вы не додаете ни денег, ни любви, ни ласки. Вот она считает, что вы такой-сякой, да, у каждого будет проигрываться это по-своему, у каждого это будут свои претензии. Но то есть женщина считает, что вы и то, и то, и то ей не додаете. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, ну да, мечтать вы можете. Ну, как бы мечтать не вредно, как говорится, но тем не менее, ну, смысла нет. Женщина поставила крест, женщина не хочет иметь никаких дел, и, скорее всего, даже, знаете, она, ну, как-то решила вообще настолько уйти в другую сторону от вас. Это, кстати, даже касается тех, у кого сейчас еще так чахнут отношения, кто пытается еще барахтаться в отношениях, это тоже вас касается. Вот вы расходитесь, как в море корабли. Это всего лишь период времени какой-то, да? Пройдет у каждого свое, но это как агония перед смертью. Здесь уже все, отношения обречены. Как бы ни цеплялся человек за отношения, но все равно здесь уже, как бы, если женщина решила, здесь уже ее не остановить. Далее, в вашей жизни появится новая женщина. Я не скажу, что она будет такая вот королевишна. Вот скорее она будет, ну, такая среднестатистическая женщина. Я не скажу, что раскрасавица. Но она средней такой, среднего роста, да, вот среднего телосложения. Приблизительно, ну, там 35, так 45 возраст. Женщина довольно скромная. Знаете, она из семьи довольно хорошо воспитанная. Ну, из такой хорошей семьи, в которой и семейные ценности такие очень важные, да, вот какие-то традиции, когда вместе, допустим, за столом люди собираются на ужин постоянно, да, когда постоянные какие-то праздники вместе. Ну, то есть определенные традиции. Вот она из такой семьи. Это не какая-то там девочка с улицы, да, которая хочет вас поматросить и бросить. Нет. Она даже в чем-то очень такая скромняшка. Она, ну, даже робкая, я бы сказала. Она очень трудолюбивая, может даже проигрываться, что она какой-то, ну, то ли рабочей профессии. Она, возможно, даже умеет руками вот мастерить, шить, вязать, что-то, такая рукодельница. Она очень хорошая хозяйка. И вот именно с этой женщиной вы обретете тот покой, на который вы даже не надеетесь. Вот именно тот покой, который вам хочется, который вы так глубоко спрятали в свою душу. Это то, о чем я говорила в начале расклада. Вот у вас будет, знаете, эта женщина, как, ну, я не знаю, вот подарок судьбы, как угодно ее назовите, да, таблетка от одиночества. Эта женщина вот настолько вас покорит как-то вот своей чистотой, своей добротой, своей какой-то вот порядочностью. Вот такие женщины, от них, ну вот энергетика порядочности просто исходит. Кому-то это покажется странно, да, потому что вы не верите, потому что вы разочаровались в женщинах, но тем не менее такие есть, поверьте мне. Да, она простенькая, она не будет пользоваться там Versace, Dolce Gabbana и так далее, всеми этими брендами. Но, тем не менее, она настолько вот настоящая. Вы не представляете, какая идет потрясающая энергетика сейчас от расклада. Женщина, с которой можно строить семью. Вот она будет сидеть и ждать вас дома, ждать с горячим ужином. Именно вот эта женщина, понимаете? Она будет, вплоть до того, что она сама будет вам помогать что-то делать. Надо будет по работе что-то помочь, она поможет. Нужно будет финансами там помочь, допустим, какой-то кризисный момент, она поможет.
Причем эта женщина, знаете, может у некоторых проиграться, что она вот как-то даже настолько будет вашим мотиватором, что вы пойдете даже по карьерной лестнице. Вот настолько она будет вашей поддержкой, что вы то ли вот реально начнете больше и лучше делать карьеру, либо же свое дело откроете. Может быть, с кем-то будет совместный бизнес, да? Она настолько вас мотивирует, причем это будет, ну, настолько мягко, настолько по-женски сделано, без какого-то давления абсолютно, понимаете? Женщина, которая вообще вот, она как-то, ну, она с детства приучена, знаете, вот как говорят, женщина должна быть кроткой и покорной. Вот почему-то мне идет такое слово, вот именно покорность, женская покорность. Да, это не всем мужчинам нравится, но многие этого ищут. Вот она как раз покорная. Так, что еще у вас будет? Смотрите, у вас проигрывается еще поездка. Поездка это может быть как деловая, так и на отдых. Поездка потрясающая, потому что получите массу полезных таких, знаете, эмоций, массу удовольствия. Если это будет деловая поездка, то вы сможете, кстати, даже 2 зайцев убить. Вы сможете и поработать, и сможете отдохнуть. Может быть, это место где-то возле моря, возле речки, там, я не знаю, может быть, природа там хорошая, шашлыки и так дальше. То есть довольно неплохо, вот если вы планируете отдохнуть, отдохнете. Далее, если будете, смотрите, если у кого-то из вас есть цель купить себе дом, тоже будет довольно благоприятный период к покупке дома, да, вот именно по недвижимости, какие-то сделки, да, будут очень-очень благоприятные. Причем даже вот люди, которые попадутся, ну, в виде хозяев этого дома, да, окажутся, ну, такие очень приветливые, очень приятные, уступчивые, даже вы можете даже некую скидку получить. Теперь смотрите еще. Так, сейчас уточню. О, как интересно. Смотрите, как только начинает налаживаться ваша личная жизнь, вот каким-то мистическим образом появляется бывшая. Причем появляется с желанием, ну, типа там, ты мне нужен, вернись, я все прощу и так далее, да? Хоть она сама виновата, но тем не менее вот начинает подбивать клинья, потому что плохо, потому что одиноко, потому что никому не нужна. Естественно, у нее ничего не получится, вы абсолютно на нее не будете настроены, но опять же она начнет заходить к вам издалека. Это могут быть сначала какой-то там смайлик, это может быть какое-то робкое смс, привет, как дела, ну знаете, как обычно это делается. Это может быть, ну, как бы неожиданная встреча, хотя, конечно же, она будет подстроенная. Поэтому будьте осторожны, женщина возвращается не потому, что, вернее, не возвращается, а пытается вернуться, потому что ей просто плохо. Потому что она никому не нужна и потому что, ну, как бы хочется уже финансовой стабильности, да, потому что вы сильный мужчина, вы нужны именно как вот добытчик, охотник, да, который приносит постоянно какие-то доходы, подарки, да, вот кружит то, что вы делали раньше. Потому что сейчас она себе абсолютно не позволяет то, что позволяла при вас. Сейчас, вот знаете, произошел обратный процесс. Сейчас принцесса стала Золушкой. Обраточка пошла. Поэтому абсолютно не теряйте бдительность. Если подлезет бывшая, держите ухо востро. Чистые манипуляции, чистые корыстные цели, потому что она бедная, несчастная, никому не нужная. Поэтому, знаете, ее можно пожалеть, потому что, ну, человек, который накосячил, а потом подлезает, как ни в чем не бывало, ну, это как минимум глупо и смешно. Поэтому, ребятушки, чем смогла, помогла, довольно неплохое будущее у вас будет. Держите ухо востро, да, вот особенно по поводу бывшей.
А так, в общем-то, довольно неплохой период вас ждет. Особенно вот в личной жизни. Хочется сделать акцент, особенно тем, кто опустил руки. Да, вот еще раз повторюсь, вы глубоко-глубоко запрятали вот эти свои желания, чисто человеческие желания любить и быть любимым. Но поверьте, в вашей жизни появится женщина, которая все-таки станет той единственной, неповторимой и той настоящей женщиной, ради которой вы будете сворачивать горы. Чего я вам всем желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!